Привет, YouTube! Привет, сообщество! Сегодня у нас на результатах тестов по резу каната Ультратек Урс со сталью N690. В данном конкретном случае N690 термоциклирование, 64 единицы по Роквеллу. И я думаю, вы помните, что у нас уже были стали с термообработкой с термоциклированием на результатах тестов. Конкретно на тестах был сварн. Вернее, два сварна, один со 110, другой с М390. Что интересно, они оба были кастомными, то есть это были кастомные выпуски. На обоих было термоциклирование, здесь же термоциклирование на N690 в серийной термообработке. То есть я все правильно сказал, я не ошибся. Термоциклирование для N690 идет в серийном исполнении. Почему, для чего и зачем, это, наверное, вопрос не совсем ко мне. Я могу лишь регистрировать некие результаты, регистрировать свои впечатления. К ним мы вернемся чуть-чуть попозже. Будет интересный ролик на эту тему. Однако, что я хочу сказать в данный момент и прямо сейчас. Вообще-то Урс, когда я спросил Максима, как компания вообще, как ты конкретно позиционируешь этот нож, ну вот что ты, как ты его видишь, мне было сказано следующее, цитирую, это пикниковый нож. В общем-то, с этим очень тяжело спорить. Я думаю, это видно. Да, это штопор. Штопор предназначен, чтобы открывать винные бутылки. И это часто делается на пикниках. Проблема в том, друзья, что я не готов так этот нож воспринимать. Давайте как бы начну немножко издалека. Чуть-чуть издалека. Когда лет 5-6 тому назад тесты только-только начинались, многие, я в том числе, мы как будто заходили в черную комнату и искали там черную кошку. По большому счету, да, мы что-то делали, мы резали, но понимали ли мы до конца, что именно мы делаем, для чего мы это делаем, какую цель мы хотим получить и что мы преследуем? Вряд ли. И после этого методика менялась ощущение, менялось понимание, менялось как бы само предназначение, для чего ты режешь, как ты режешь, что ты хочешь получить. И в определенный момент ребром встал вопрос о так называемом выжимании ножа, да, то есть чтобы все-таки затупить его до понятных тебе конкретных критериев. К этому тоже мы немножко вернемся чуть позже. И встал момент касательно эргономики, встал в полный рост. Еще раз, я, наверное, никогда не прекращу про это говорить, но, к сожалению, люди об этом очень часто забывают, а очень часто при рассуждении о каких-то тестах просто выбрасывают этот компонент из уравнения. Ну, банально, например, ограничив длину клинка. Когда это делается намеренно, с осознанием, никаких проблем. Но иногда люди просто не понимают, что происходит. Так вот, в данном конкретном случае Zero Tolerance 456 со сталью 204P, который здесь лежит, он будет в свое время на тесте, он будет проверять, скажем так, была ли оправдана замена на 20 CV, но в данном случае он здесь как показатель одной из самых удачных эргономик, которая была до этого на канатном тесте. Я думаю, все помнят этот тест, я думаю, все помнят эти результаты, я думаю, все помнят это ощущение мое. 20 CV на тот момент, как аналог М390, показало что-то там плюс-минус, по-моему, около 400 резов или чуть-чуть больше 400, по-моему, около 400 на сантиметр. И это был в какой-то степени шок, потому что когда Military показывает там 220 или 240, я сейчас точно не помню, в таблице, кстати, это все будет, и ты понимаешь, насколько ты был прав, насколько важна эргономика. И вот это пикниковый нож. 340 резов на сантиметр, N690. N690 это аналог VG10, 340 резов на сантиметр. Отвечу ли я вам на вопрос, ребята, эргономика это или ТЦО? Я сейчас сравниваю с честом, у которого существенно меньше. Я не знаю. На мой взгляд, все-таки в большей степени это эргономика. В большей степени. Но это на мой взгляд, и это субъективно. Понимаете, как бы ситуация каким образом раскладывается? Сейчас пришло пора, наверное, показать вот этот вот ролик. Вот Урс только что закончил тест. То есть 3400 резов. 18 отсечек, N690. Бумажку он не режет от слова совсем.
Если его туда загнать, видно, насколько тяжело это происходит. А вот так вот эта железка работает по канату. Подчеркиваю, 18 отсечек уже было. То есть 18 раз была примерно такая ситуация, когда нож не прорезал канат за один проход. Смотрите, что происходит в процессе работы. Вот такая ситуация, вот так складывается тест. Точно так же проходил тест М390 ТЦО. Точно так же проходил тест со 110-кой. Точно так же, один в один. Но вот здесь есть абсолютное ощущение, я думаю, видно, как это было. Абсолютное ощущение. Чувак, ну им еще можно работать, почему ты остановился? Ну это же неправильно. А вот это и есть эргономика. Вот это и есть эргономика. То есть, когда человек говорит, нож режет на геометрии, нож на геометрии не режет. Если он тупой, он тупой. Но здесь все складывается таким образом, фактура затупления. То есть, ножик тупится очень равномерно, очень аккуратно. Вот. Вообще ничего практически нет. Вот я, естественно, найду, если начну копаться, но вот такого яркого нет вообще ничего. И вот так это работает потом. Ну и, друзья, вообще-то здесь уникальный замок. Это разработка компании Культратек. Здесь, ну это флиппер, и он на кнопочке. Причем кнопочка имеет ход сначала вперед, потом вниз, то есть имеется некая система фиксации. Теперь, я думаю, вам понятно, почему я не готов воспринимать это как пикниковый нож. На самом деле, о замке, предвосхищая вопросы о замке, о прочем, я обо всем этом расскажу в следующем материале, посвященном Урсу. Почему еще? Сейчас, знаете, очень много информации, просто хочу подать все максимально полно. Вот этот Урс с очень интересной N690, действительно очень интересная N690, я думаю, вы все это видите. Еще раз, N690 аналог VG10. Алло, VG10, спайдерка Enduro, спайдерка Delica, вот. Вот это как бы разогрев перед основным блюдом. Как вы, наверное, знаете, друзья, люди пытаются составить для себя некие топы, рейтинги сталей, там, лучшее, худшее, а вот какую бы ты предпочел, какую нет, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И вот это все идет. И ты в какой-то момент просто так... В чем суть? Простите, не сдержался. В чем суть? Рейтинги и топы, это, наверное, интересно. В общем-то, ну это всегда интересно. Надо же как-то хоть что-то куда-то. Но ведь есть и объективная информация. Не знаю, химсостав, да, там, опыт и так далее. Так вот, на данный момент самый лучший, теоретически, самой лучшей сталью в мире является сталь Crucible CPM S125V. И именно она должна быть основным блюдом на Культратеке Урс. И именно когда тест с ней начнется, закончится, он уж еще ко мне не приехал, надеюсь, скоро. И вот тогда мы с вами поговорим о замке, тогда мы с вами поговорим о конструктиве, тогда мы с вами поговорим, насколько немного смещенный баланс, к сожалению, это факт. Баланс примерно на кнопочке. И хотелось бы его видеть чуть-чуть ближе, но, по-моему, это конструктивно невозможно. И дело не столько в штопоре, дело сколько в конструкции замка. Насколько это сильно повлияет? Понимаете, как бы на N690 баланс 3400 резов, это довольно длительный забег, но это забег для меня уже такой гроссмейстерский, скажем так. Я, конечно, на нем устаю, это, естественно, долго идет, но это то, что я, как говорят наши заокеанские партнеры, acceptable. А вот там 8000, оно не acceptable никак. Вот не знаю, сколько раз надо по 8 отрезать, чтобы стало acceptable. Так вот,
Отражается ли на хендлинге этот баланс? Я пока не знаю. Отражается ли на эргономике? Ну, определенно отражается. Но отразится ли на результате? Насколько отразится? Как это сравнить? Я пока не знаю. В общем, я надеюсь, вы поняли, почему повествование было в какой-то степени сумбурное, а в какой-то степени такое, ну, немножко на эмоциях. Потому что, еще раз повторяю, здесь, ну, фактически уникальная обработка N690, которая загоняет эту железку, ну, на какой-то совершенно неведомый уровень. Плюс к этому у нее бешеная первичная острота. Вы посмотрите внимательно на этот ролик, там сколько прошло времени для заточки. То есть она просто бешеная. И помимо этого, ну, как бы здесь совершенно очень интересный замок. Здесь достаточно интересная конструкция. Это полноразмерный клин. Ну, банально, вы посмотрите на этот choil. Ну, это же прекрасно. Это очень-очень много информации. Я говорю, я надеюсь, мы все это детальненько так по суставчику разберем, когда будет 125-ка. Ну а пока к ультратек курс N690 ТЦО, 64 единицы по Роквеллу, 340 резов на сантиметр. Спасибо за просмотр. Пока!